Всем привет, с вами Антон и Алексей, и это любительский канал Danger House TV. И сегодня я хотел бы показать вам набор для выживания костерок от фирмы Trek. Нас мы уже от этой фирмы рассматривали. Так, перечислю содержимое. Так, набор для разведения костра при любых погодных условиях. В комплекте огниво, сухое горючее 2 таблетки, пила проволочная, вата 2 валика, металлическая коробка 65 на 25 на 95 мм и вес 70 грамм. На самой коробке написано то же самое. Так, сзади что мы видим? Инструкция. С помощью проволочной пилы заготовить лесоматериалы для будущего костра. В качестве ручек можно использовать короткие палки подходящего диаметра. Ну, в общем, делать лучковую пилу, так сказать. Далее. Размельчить небольшое количество сухого горючего на ватный валик. Остальное горючее использовать для розжига основного материала. Так, третье. Удалить черную краску с огнива с помощью металлической пластины или ножа. Кстати говоря, когда я делал обзор на нож от фирмы Trek, даже на сам набор от фирмы Trek, как-то к огниву один парень пристал, сказал, что то, что не нужно стирать это покрытие и так далее, то, что все и будет и так работать. Ну, парни, вот вы сами видите, это даже написано просто элементарно в инструкции. То есть я ничего не придумываю, я говорю как есть. В принципе, да, конечно, огниво будет работать и с этой краской самой, но желательно счищать, чтобы было больше искр. Так, четвертое. Прижать стержень огнива к ватному валику с частицами сухого горючего. Ну, это что-то уж, по-моему, перебор. Дальше, пятое. Надавить металлической пластиной или ножом на стержень, ну, на само огниво. И шестое. Резким движением вниз высечь искры до появления пламени. В общем, все понятно. Далее здесь указан продавец. Trek в России, это ООО компания Сплав, это их контактный номер в Москве, ну и штрих-код, ничего особенного. Сейчас мы будем его открывать. Так, ну что ж, приступим к извлечению данного набора и его содержимого. Используемся ножом Мора. В принципе, хочу сразу сказать, упаковка очень хорошо пропаяна с каждой из сторон. Поэтому для того, чтобы ее открыть, ну, желательно использовать, конечно, ножницы или нож. Ну, в принципе, конечно, можно и руками, там, знаете, так рвать и все такое, но, блин, я не хочу просто терять время. Так, сейчас еще с этой стороны. Ну, в принципе, достаточно. Ну вот он, сам набор. Так, сейчас мы это уберем. Мусор потом выбросим. Итак, вот такая коробочка. Как я уже говорил раньше, на самой коробке написано то же самое, то есть весь состав. В принципе, она достаточно компактная, весит не очень много. Давайте откроем, посмотрим, что там у нас внутри. Так, ну, сразу же мы видим маленькую складную пилу, ну, проволочную. Кстати говоря, я уже, может быть, где-то раньше говорил о том, что данные пилы первыми где-то появились, наверное, во время войны в Афганистане и выдавались нашим военным, там, полевым медикам и так далее, для ампутации конечностей. То есть, в принципе, такая пила очень плохо пилит дерево, особенно если это какое-то толстое там полено и так далее. Но если использовать как цепную пилу, ну, лучковую, то, в принципе, должно работать нормально. Далее у нас что идет в комплекте? Огниво,
Кстати говоря, это огниво, оно вроде бы покрупнее того, которое идет в наборе от фирмы Trek. Так. Дальше у нас идет 2 ватных диска, ну, шарика. Кстати говоря, вот эта упаковка не герметичная совсем. Так, и идет у нас еще 2 таких брикета сухого горючего. Так, ну что ж, давайте что-нибудь попробуем развести. Я, в принципе, просто проверю огниво, как оно будет работать над вот этим ватным диском. Ну и все, костер разводить я не буду. Так, ну что ж, приступим к разведению костра. Так, возьмем лапку. В принципе, сейчас у нас осень. Но вся трава у нас сухая и листва тоже, поэтому я думаю, каких-то проблем с разведением костра у нас вообще не будет. Да, и кстати, покажу, как работает огниво вот с этим покрытием. И просто сравним уже потом, как будет работать огниво, когда я сотру это покрытие. В принципе, ну, вообще ничего нет. Просто оно не работает. Поэтому все вот эти разговоры о том, что можно зажечь что-то, ну я не знаю, они, по-моему, вообще неуместны. Можно так. Вот, совсем немножко искр было, и то потому, что уже этот слой стерся чуть-чуть. Ну и все, оно не работает. Так, ладно, сейчас сделаю все по-нормальному. Попробуем добыть огонь огнивом, мы его почистили. Знаете, ватку чуть-чуть я распушу на всякий случай. Огниво, судя по всему, не очень хорошее. Но я вот думаю, так достаточно. Так, ветер. Все, приступаем. Вот, схватилась. Вата быстро сгорает очень. Листики, листики. О, работает. В принципе, здесь есть и сухое горючее, поэтому с добычей огня проблем быть вообще не должно. Ну что ж, стоит подвести итоги. В принципе, с помощью данного огнива костер мы развели, но огниво на самом деле не очень хорошее. Оно даже хуже, чем в наборе НАЗа от фирмы Trek. То есть там даже огниво было чуть-чуть получше, хоть было и поменьше. Спиртовые таблетки нам не понадобились. Обошлись вообще 2 ватными дисками, в принципе. Вот. Но хочу еще заметить, что... Ух ты, как сильно-то пылает, а! Хочу заметить, что для того, чтобы хорошо развести костер, вам помимо 2 ватных дисков потребуется еще и какой-то сухой хворост. То есть там, ну, сухая растопка, в общем. Чем ее будет больше, тем будет лучше. Вот сейчас осень, в принципе, проблем не было. Повсюду сухая трава и так далее. Но если будет зима, то, наверное, могут возникнуть проблемы. Запасайтесь. Да. И еще советую положить в данный набор элементарно там спички или зажигалку. Тоже очень пригодится. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока.